Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Вы часто просили меня выполнить коррекцию самой себе левой рукой на правой. Это видео будет как раз про это. Поехали! Ну что, я знаю, как вы любите смотреть выполнение маникюра самой себе на правой руке, посмотреть, как мастер мучается, каким образом он изворачивается для того, чтобы выполнить себе маникюр. Это, конечно, всегда очень интересно. Ну, давайте будем приступать. Выполним снятие покрытия. Моему маникюру более 1 месяца. Обычно я именно столько ношу ногти. Они растут у меня не быстро, и лень самой себе их переделывать каждый раз. А почему я, собственно говоря, это делаю? Да потому что мне это нравится. Это своего рода как такая медитация, не знаю, или как любимое занятие, когда ты садишься и делаешь ногти самой себе. Кое-где по боковым сторонам появились трещины, так как когда ноготь отрастает натуральный, он слегка скручивается, в этом месте недостаточно укрепления и появляется трещина, поэтому их выпиливаю при помощи аппарата. Конечно, эти трещины нам необходимо будет заделать в процессе коррекции, чтобы их не было. Конечно, можно полностью было снять ноготь и нарастить заново, но, по-моему, это будет даже дольше, поэтому оставляем таким образом. И пока мы выполняем маникюр, подготовку ногтевой пластины к укреплению, расскажу вам такую интересную историю. Недавно ко мне пришла модель. Она очень интересовалась обучением, курсами маникюра и говорит: наверное, мастер вообще всегда сам себе выполняет ногти каждые 2 недели. На что я очень сильно посмеялась и говорю, что да, знаешь, я тоже так думала, когда начинала свой маникюрный путь, что каждые 2 недели себе буду переделывать ногти. Но на самом деле все абсолютно не так. Ты понимаешь, что времени у тебя уходит на это вагон в 2, а то и в 3 раза больше, чем на другого клиента. Это намного сложнее, трудозатратнее, и, конечно, не хочется себе так часто выполнять коррекцию, как она думает. Мне кажется, что только в начале пути ты переделываешь себе ногти каждые 2 недели, а то и чаще, для того, чтобы тренироваться, ну а потом у тебя просто нет на это ни желания, ни сил, ни времени. Вот, пишите в комментариях, как у вас дело обстоит с коррекцией на самой себе. Мне не хватает чаще, чем на 1 раз в месяц. А теперь мы приступаем к покрытию. Сначала тоненько наношу пластичную базу. Вот эта база от Космопрофи у меня хорошо держится, поэтому наношу в тонкий слой и просушиваю в лампе. А теперь наша задача заделать те самые трещины. Для этого использую густой гель-желе молочного цвета. Закладываю трещину, растягиваю края и просушиваю портативным фонариком, чтобы не ставить руку в лампу, для того, чтобы материал не убежал, не растекся. Подсушили быстренько и затем досушиваем в лампе основное время. Снимаю липкий слой и слегка пройдусь по поверхности в этих местах, где делала заплатки, потому что сверху буду выстраивать материал в технике без поверхностного опила. Буду стараться выложить материал без поверхностного опила. На боковых стенках его должно быть в небольшом количестве. Если оставить плюшку от предыдущего материала, от геля-желе, то, скорее всего, не будет нужного мне оттенка. Поэтому лучше сгладить поверхность для ее ровности. Приглашаю тебя 7 сентября в Москве на масштабное живое мероприятие для бьюти-мастеров Nail Блеск от Школы Сакрамел. Что будет? Конференция и мастер-классы, живое общение, новые знакомства, возможность хорошо провести время, фуршет и шампанское, розыгрыши и спецпредложения. Забирай свой билет по ссылке в описании. До встречи 7 сентября на Nail Блеск. Снова убираем пыль и теперь будем приступать к построению архитектуры. Для этого буду использовать не просто жесткий гель, а ботл гель, гель во флаконе с кистью от бренда Космопрофи. У них называется такой материал Liquid гель. У меня номер 10 голубого оттенка, а в палитре достаточно большое количество разнообразных цветов, от просто камуфлирующих до цветных. Что мне нравится в этом материале? Он совмещает в себе плюсы геля и базы. Что это значит? Что материал прочный, но при этом армирующий, то есть способен немного изгибаться, и таким образом материал не должен отслаиваться по боковым сторонам. Но благодаря его жидкой консистенции им очень удобно работать в технике без поверхностного опила. Уж очень много было вопросов на тему того, как я крепила втирку, что это за втирка, поэтому и сегодня буду выполнять ее. За месяц ее ношения она мне вообще никак не надоела, потому что это что-то все-таки не слишком яркое, то есть да, она блестит, но при этом, знаете, этот цвет не вырви глаз.
и смотрится достаточно спокойно, но при этом все этот маникюр замечают, обращают на него внимание, и смотрится в целом он очень стильно и дорого. Поэтому решила сделать ту же втирку, только на цветную основу, чтобы немного изменился оттенок. Материал легко раскладывается, точно так же, как мы с вами выполняем выравнивание базой. После того, как все выложили, снимаем липкость и придаю форму свободному краю. Я намеренно оставила сначала длину, а убрала ее только в конце, для того, чтобы кончик был цветной. Потому что если оставить так, как было, то кончик получается полупрозрачный с предыдущим молочным оттенком. Слегка также можно пройтись по форме. Если где-то стек материал, можно пройтись и по поверхности. Принцип работы с таким ботл-гелем точно такой же, как и с гелем или с базой. Мы можем опилить поверхность, если что-то нам не нравится. Ну и, конечно, не забываем про выпиливание изнанок. Все-таки ногти прилично отросли, есть небольшие переходы, я даже не могу это назвать ступеньками, а именно переходы. Видно сильно, где натуральный ноготь, где искусственный материал. Вот это место хочется зачистить и сделать более красивым. Обычно клиентам мы выпиливаем в положении форвард справа налево, но поскольку самой так делать себе неудобно, работаю на реверсе. Наношу топ без липкого слоя, в средний слой, для того, чтобы поверхность стала ровной. Важно, если она будет в буграх, в неровностях, если вы плохо выполнили выравнивание, плохо выполнили опил, то втирка все это подчеркнет, поэтому так важно следить за ровностью поверхности. В работе буду использовать два вида втирки, и в этом весь секрет такого плотного покрытия. Одна просто волшебный единорог, другая называется новый волшебный единорог, она более мелкого помола. И еще, ребят, самый важный момент. Для того, чтобы втирка хорошо прилипла, я сначала обезжириваю поверхность салфеткой, смоченной в обезжиривателе, и тут же наношу втирку. Не сразу все 10 ногтей обезжириваю, а именно по одному. Именно благодаря вот этой мокренькой поверхности втирка хорошо закрепляется. Но она не столько мокрая, все равно этот обезжириватель, он испарился. Но, короче, вы поняли. Поверхность должна быть чистой и после обезжиривателя. Можно втирать спонжем, а можно втирать своим пальчиком. Я попробовала, что пальчиком получается эффект даже лучше, поэтому на остальных ногтях втирала именно им. Сначала, напоминаю, втираю крупную втирку, затем набираю более мелкий помол и также его втираю. И у нас получается прям сплошное такое покрытие без каких-либо проплешин, максимальная зеркальность. Вот берите этот лайфхак на заметку для того, чтобы сделать супер-супер зеркально. Мягкой щеткой самое главное убрать излишки. Если вы делаете дизайн с втиркой на натуральные ногти, то я бы рекомендовала еще пройтись по торцам дополнительно праймером. Таким образом, втирка слегка растворится по торцу и будет хорошая сцепка с топовым покрытием. Но поскольку у меня это коррекция, работа с твердым материалом, свободный край не изгибается, этого делать не нужно. Я просто покрываю топом в средний слой. Если вы не уверены в качестве своего топа и в том, что он будет хорошо носиться на втирке, вы можете покрыть сначала топом с липким слоем, а затем топом без липкого слоя. В таком случае будет хорошая носибельность. Результат нашей работы. Пишите в комментариях, нравится ли вам работа с стиркой и как смотрятся такие ногти. Смотрите другие полезные видео на канале с коррекцией и наращиванием на самой себе. Но я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!